Близы сегодня анонсировали изменения в БК Anniversary и дату выхода при патче. Рейды, арена, аттюны — все переделали. И это больше, чем ты ожидал. Разберу все по порядку. Привет, фанат классики! Итак, официально, при патче выходит 14 января 2026 года. Blizzard не сказали длительность при патче, скорее всего 2-4 недели, а значит релиз где-то в феврале. И прямо сейчас разрабы включили перманентный баф Аниксии на Anniversary серверах на всю неделю до 24 ноября. Это лучшее время, чтобы качать милишника. 5 крита, 140 АП, в стартовых локациях мобы ваншотятся. Кстати, сегодня буду качать Рогу на стриме. Говорил в видео про профессии, почему Рога и Друид топ для добывающих профессий. Подключайся, отвечу на твои вопросы. И еще, Близы анонсировали комплекты запределья. За $40 ты получаешь наземного маунта, внепространственный охотник и летающего дракона пустоты, питомца звездный дракончик и игрушку копия Экзодара, а также эффект камня возвращения в стилистике Наару. Докинь еще 40 баксов и получишь буст до 58 плюс 30 дней игрового времени. Важно! Буст будет доступен только с преп-патча после 13 января. И его нельзя использовать на дренеев и бладельфов. Честно, $80 за буст дороговато. Но это уж точно лучше, чем магабуст у рандомного иранца в подземельях. Получаешь месяц игрового времени, уникальных маунтов и другие ништяки, и тебе не нужно тратить время. Плюс, скорее всего, будут прокачаны две профы на выбор по аналогии с бустом в БК Classic. Перейдем к изменениям в БК Anniversary. Первое и главное, героизм и жажда крови теперь действуют на весь рейд. 10 минут дебаф сбрасывается только при вайпе или килле босса. В моем видео про выбор классов БК я ставил шамана на второе место и говорил, даже если жажду крови сделают рейдовой, тотемы никуда не денутся. Так и вышло. Что это значит? Шаманы все еще будут востребованы. 3-4 шамана в рейде вместо 5-6. Хотя некоторые статики могут счесть бонус от тотемов не столь важным, не взять меньше. Но теперь больше места другим классам. Второе большое изменение — аттюны на весь аккаунт. Героики работают так. Первый персонаж каждого игрока должен будет пройти полный аттюнмент, достигнуть репутации почтения. После этого для каждого подземелья ты можешь купить сумку, которая содержит ключ на весь Battle.net аккаунт. Отправляешь его твинкам, достаточно дружелюбия, чтобы использовать ключ и получить доступ к героикам. Рейды — то же самое. Первый персонаж должен полностью пройти цепочку квестов для каждого рейда. Горожан, Грул, Мактеридон. Но после этого рейд автоматически разблокируется для всех твоих альтов на аккаунте. Рейды выходят в их пост-нерв состоянии. Это значит, контент доступнее, легче зайти, быстрее прогресс. Практика простая. Хочешь играть несколькими персонажами, делаешь универсального мейна из топ-4, открываешь все аттюны и фармишь репу. Проще найти группу танком или хилом. Потом переключаешься и играешь, за кого душа лежит. Друид, видео про классы топ-1. Вот еще одна причина. Сделай ключи без траты на флайформ на друиде, потом играй хантом или варлоком. В рейдах без геморроя, а этого друида используют для фарма. Благодаря доступности контента ты теперь сможешь одеть нескольких персонажей и наслаждаться как PvE, так и PvP. Будешь ли ты играть за большее количество персонажей или это изменение тебя не коснется? Пиши в комментариях. Кстати, про PvP. Арена — большие изменения. Рейтинг каждого персонажа теперь начинается с 1500 вместо нуля. Раз в неделю ты можешь заплатить золото, чтобы сбросить рейтинг обратно до 1500. Для покупки PvP снаряжения нет никаких требований, кроме наплечников 2000 рейтинга и оружия 1700. Общая стоимость PvP снаряжения немного снижена. PvP снаряжение за репутацию фракций теперь продается с первого сезона арены. Бонусы комплектов для репутационного снаряжения объединены с гиром за Honor. Это значит, что ты можешь миксовать предметы за Honor и репутацию, чтобы получить бонусы. На практике дропнул до 1400, заплатил, вернулся до 1500. Фармишь Honor на БГ, миксуешь с гиром за репу, заходишь в арену с полным сет-бонусом. Остальные изменения. Дракон. Увеличен респаун плюс добавлены новые точки. Настой безжалостного убийцы, зелье героизма, зелье ускорения. Везде необходимая трава, и в БК Classic она была весьма дорогой. Так что приятное изменение. Гилдбанк с первого дня. Для гильдии огромный апгрейд. Edit Mode UI. Можешь настраивать интерфейс, сетка, позиционирование. Удобная фича для тех, кто не юзает кастомные аддоны для интерфейса.
Трансферы. С 25 ноября до 12 января бесплатный трансфер в Classic Era. Не перенес? Автоматически идешь в БК. Хардкор сервера пока нет ясности, но с актуальных нужно перенести на обычный Anniversary сервер с переходом в БК. Или не переносить, тогда останешься в Classic Era после 12 января. Что добавят на Classic Era сервера? Dual Spec, LFG, мгновенная почта, в общем, все те же фичи, что есть в Classic Anniversary сейчас. Моя рекомендация: не играл в БК, самое время попробовать. Это лучшее дополнение WoW, а с учетом изменений опыт будет уникальным и для тех, кто помнит наизусть название всех данжей в Запределье. Кстати, какой данж твой любимый, а какой ты не переносишь и почему? Напиши в комментах, будет интересно узнать. И подписывайся на канал, больше видео уже скоро. Увидимся в Запределье. Планируешь врываться в БК Anniversary? Присоединяйся к гильдии Dictators на Спиншаттер за Орду. Ищем активных игроков, стабильное закрытие рейдов, PvP активности и просто приятное общение. Инфа в описании.